Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про молниеносную технику, которая предназначена для молниеносной войны. Одной из главных тем прошедшей армии 2024 стали легкие боевые машины. Они были представлены в огромном количестве. И такое ощущение, что помимо беспилотников наземных и воздушных и прочих роботов и полуроботов, остро стоит вопрос о средствах малой мобильности, что говорит о повышенном внимании к быстрым прорывам обороны потенциального противника. Но давайте обо всем по порядку. Российские военные специалисты начали применять мотоциклы еще до начала специальной военной операции. В Сирии мы активно применяли мотоциклы как средство разведки и перемещения. Они компактны и позволяют успешно перемещаться по какой-либо полугородской застройке. Допустим, в поселках, где автомобиль, грузовичок или даже легковушка может не проехать, не развернется. Поэтому для разведки они чрезвычайно удачны. Применялись ребятами как средство связи, то есть часто такое бывало, что командир ехал вперед на мотоцикле с сопровождением. Парочка мотоциклов выскакивала, смотрела кое-какое место для огневой позиции. А среди достоинств мотоциклов называют также и меньшую, чем у другой техники, заметность, меньшую зависимость от снабжения, так как двухколесные машины расходуют меньше топлива. И к тому же противник обращает меньше внимания на передвижение отдельных малых транспортных средств. Положительные свойства мотоциклов используют при работе штурмовыми группами. Бежать пешком по полю, во-первых, долго, а во-вторых, с маневренностью бойцы ограничены. В-третьих, ты не так много утащишь, как может увезти мотоцикл. И в-четвертых, что немаловажно, в случае подрыва на противопехотной мине боец становится раненым, а в случае подрыва мотоцикла раненым становится мотоцикл. При этом военнослужащий может получить травмы при падении из техники, однако они не являются существенными, особенно в случае с травянистым покрытием. Летишь ты в кусты, в траву, более-менее цел останешься, на тебе же бронежилет и каска, нормально. А использование мотоциклов особенно важно при применении противопехотных небольших мин типа «Лепесток». При этом человек экономит имеющиеся у него две ноги, а колесо можно и починить. Не обошел вниманием тему военных электромотоциклов и форум «Армия-2024», прошедший в августе текущего года. На экспозиции мероприятия был показан электрический мотоцикл «Койот», который при снаряженной массе в 115 кг способен нести до 200 кг и развивать скорость до 100 км в час. А другая новинка – это необычный полноприводный мотоцикл ATV 2х2 Электро. В переднем колесе у него расположен электродвигатель прямого привода, а задняя приводится в движение цепной передачей. Помимо этого, в раме может устанавливаться и бензиновый электрогенератор. И у него есть огромное преимущество. Он бесшумный, то есть ездит абсолютно тихо. И в отличие от остальных вариантов, он относительно холодный. И по этой причине его не видно в тепловизор. Но видно, но не так хорошо. А в ряде условий, особенно когда теплое время года, жара, то заметить его довольно сложно. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Техник. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. И не так давно на квадроциклы обратили внимание российские военные. Подобная техника в последнее время несколько раз фигурировала на различных выставках. И действительно, квадроциклы представляют определенный интерес для вооруженных сил, поскольку они могут применяться для решения ряда задач. Например, их можно использовать для обеспечения работы разведывательных групп в ближнем тылу противника. В ряде случаев квадроциклы имеют заметные преимущества перед техникой иных классов, и они могут свободно передвигаться по песку, через густые посадки, по заболоченной местности и тому подобному. Отмечается, что за счет малого давления на грунт квадроциклы способны двигаться даже по противотанковым минным полям. Последние новости о закупках Министерством обороны квадроциклов с вооружением говорят о том, что российские военные начали применять зарубежный опыт. И в ряде стран мира подобная техника уже используется в качестве транспортных средств для перевозки бойцов и вооружения в определенных условиях. И теперь осваивать новую технику предстоит и российским военнослужащим. Армейский вездеход АМ-1-10 эффективно выполняет задачи дозора, разведки, рейдовых операций, а также поисково-спасательных миссий в любых климатических условиях. В 2014 году транспортное средство успешно прошло двойные испытания в условиях суровых арктических широт на территории полуострова Рыбачий и острова Котельный.
Русская механика в городе Рыбинск спроектировала и разработала военный мотовездеход под индексом АМ-1, используя в качестве базы серийную гражданскую модель РМ-502. Мотовездеходы производятся специально для армейских целей и обладают значительными усовершенствованиями по сравнению с гражданскими аналогами. Российская Федерация успешно осуществила старт собственного производства военных мотовездеходов, используя комплектующие отечественного производства. Мотовездеходы по тактико-техническим характеристикам не только соответствуют стандартам западных аналогов, но и в определенных параметрах превосходят их, включая проходимость и грузоподъемность багажника. Российская группировка войск, задействованная в спецоперации, использует широкий спектр автомобильной техники и мотовездеходов. И недавно стало известно, что такой парк теперь пополняется вездеходами китайского производства Desert Cross 1003. Планируется приобрести большое количество таких машин, которые должны будут повысить мобильность подразделений и тем самым помочь им в решении боевых задач. Уже поступают первые отзывы, и в целом бойцы оценивают новинку положительно. Ее называют удобным средством для решения транспортных задач в ближних тылах, подвоза боеприпасов и иных грузов, эвакуации раненых и тому подобное. О применении в качестве легковой разведывательной машины или транспортного средства для дозора пока не сообщается. Возможно, разведчики уже осваивают новые вездеходы и просто не делятся свежим опытом. На экспозиции Главного ракетного артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представлена опорно-пусковая установка «Джигит» производства конструкторского бюро машиностроения холдинга «Высокоточные комплексы». Джигит предназначен для пуска двух ракет ПЗРК типа «Игла» или «Верба» с реализацией принципа «выстрелил и забыл» залпом или последовательно по одной в автоматическом или ручном режимах. Характеризуется высокой скрытностью и выживаемостью на поле боя. Изделие также может нести дежурство в стационарных режимах. Напоминаю, что опорно-пусковая установка «Джигит» была представлена в феврале на Всемирной выставке вооружения в Саудовской Аравии. Также были показаны мотовездеходы под брендом «Добрыня», и что-то мне подсказывает, что это в лучшем случае переупаковка китайской мототехники. А в Якутии собирают вездеходы «Рысь». И в настоящее время в месяц производится до 8 единиц техники. Опыт команды позволяет производить ремонт и модернизацию любого вездехода по индивидуальным техническим заданиям. Производственная структура включает моторные агрегатные цехи, сварочные, покрасочные и сборочные цехи, цех металлообработки, инженерный центр и испытательный центр, где проводятся испытания на пересеченной местности и водоемах. По заказу службы спасения Республики Саха в зону СВО были отправлены 3 РыС-3 пикапа с прицепом. Эти машины предназначены для доставки боеприпасов и продовольствия, а также эвакуации с поля боя. А их высокая проходимость делает вездеходы незаменимыми на сложных и бездорожных участках. С поддержкой мы сможем добиться определенных успехов. Особенно важно получение земельного участка для строительства производственного цеха и испытательного центра, что позволит увеличить объем выпуска до 20 единиц в месяц, а впоследствии и до 2 готовых машин в день. И на этом мы не собираемся останавливаться. Это заявил директор центра «Рысь». А это перед вами легкий 4-местный внедорожник «Улан» с утилитарным кузовом, ходовая часть от всеми известной Нивы, и от нее же 80-сильный двигатель и трансмиссия, что облегчает организацию серийного производства и снижает его себестоимость. Отсутствие дверей не только облегчает машину, но и позволяет быстро покинуть ее в случае обстрела или же атаки дрона. «Улан» может применяться в том числе и для транспортировки раненых бойцов. Его пришлось разрабатывать в оперативном порядке с целью полнейшей унификации с уже освоенными российской автомобильной промышленностью моделями. Дорожный просвет на выставочном экземпляре всего 18 см, однако у серийных версий он будет выше. И дело в том, что на прототипе установили подвеску от Нивы почти без доработок. И, кстати, по некоторым данным, автомобиль уже прошел апробацию, и опытная партия с улучшенными характеристиками находится в стадии изготовления. И при хороших раскладах машина должна поступить в войска в этом году. А это перед вами «Сармат», и впервые его показали в 2018 году, и за это время машина менялась не раз и не два. То баги, то броневик, то снова баги. И на этот раз похоже, что показали финальную версию «Сармата». По крайней мере, выглядит это уже как полноценное семейство. Практически каждый год на армии появляется новый вариант своего «Сармата».
В 2023 году казалось, что выбор сделан уже в пользу Сармат-2. Именно эта машина находилась на экспозиции ВТВ. Тем более неожиданным оказался финал истории, по крайней мере на текущий момент. Сармат-2 на форуме присутствовал. Про него откровенно говорили как о неудачной машине. То есть опытная партия сделана, но не более того. А вот у Сармат-3 судьба совсем иная. Судя по всему, именно на таком бронированном варианте машины остановились окончательно. Эти машины присутствуют как на экспозиции ВТВ, так и на стенде техники. Финальный на текущий момент облик Сармат-3 – это четырехместная бронемашина с боевой массой в 3,5 тонны. В связи с ростом массы мотор стоит более солидный – 150-сильный дизель, а для сравнения на Сармат-2 установлен 105-сильный бензиновый мотор. Если Сармат-2 может перевозиться как внутри военно-транспортного вертолета Ми-8 АМТШ, так и на внешней подвеске, то более тяжелые Сармат-3 возят только внутри вертолета. Впрочем, наличие брони явно дает куда больше плюсов, чем минусов, и не случайно выбрали именно такой Сармат. Да и сама машина крупнее, тот же Сармат-2 двухместный. И надо сказать, что ни одного одинакового Сармата на армии 2024 не было. Что на стенде ООО «КБ Техника», что на экспозиции ВДВ. Машины были в разном исполнении. Например, имеется вариант Сармат-3МЭ, который предназначен для эвакуации раненых. В связи с необходимостью перевозки двух носилок бронекорпус удлинен, а вместо носилок сзади есть место для груза объемом 2 кубических метра. Это явно не все варианты бронемашины. Обычно подобные аппараты обрастают различными модификациями. ТТ «Пластун», изготавливающая модульные гусеничные вездеходы, компания из Санкт-Петербурга, впервые продемонстрировала колесный тактический транспортер. Причем не простой, как можно было подумать, исходя из внешнего вида, а с шарнирно сочлененной трубчатой рамой. Только так, изгибаясь в пояснице, при помощи гидроприводов машина может маневрировать. А в остальном «Пластун» верен себе. Модель ТТ построена исключительно из российских комплектующих. Бензиновый двигатель, механическую коробку передач и обеспечивающую постоянный полный привод дифференциальную раздатку взяли от Нивы. Мостами и самоблоками, рессорами и амортизаторами поделилась «Газель», а карданными валами УАЗ. А на выставочный экземпляр смонтировали тракторные шины «Нортек». Но вообще тактический транспортер можно поставить и на колеса сверхнизкого давления. Целевой потребитель, очевидно, военный, и поэтому создатели ТТ «Пластуна» изначально предусмотрели в кузове крепление для двух носилок. То есть тактический транспортер, к примеру, доставляет на передний край личный состав и боеприпасы, а в обратный рейс запирает раненых. И вот такой обзор легкой военной техники для молниеносной войны у меня получился. А другие выпуски о новинках форума «Армия 2024» у меня есть на канале. Также на канале есть серия видео о других экспонатах прошлогоднего форума «Армия 2023». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о других технических выставках. До новых встреч. Пока-пока.